Я приветствую всех моих дорогих, любимых подписчиков и сразу благодарю за ваши чудесные комментарии. Ну и приветствую всех тех, кто случайно заглянул на канал Таро Инспирационе. И заявленное видео все так неожиданно. Вот давайте мы с этим контекстом. Что внезапно изменится в вашей жизни? Вот ваша история и к чему все идет. Мы еще пока не знаем, какую нам историю раскроют карты. И мы сделаем, безусловно, сигнификацию, чтобы вы могли определить, стоит вам смотреть этот расклад или нет. Но, в принципе, рассмотреть альтернативные варианты развития событий есть смысл всегда. Подойдет или не подойдет, вы уже можете определиться с первых карт. И я всегда рассуждаю так, что если что-то в нашей жизни происходит, пусть какая-то задача поначалу нас ставит в тупик. Или не идет у нас вот прямо ровно так, как мы это планировали или задумали. Значит, перед нами открывается какая-то новая, другая стезя, дорога, которая определенно стоит продолжить. Или, как минимум, рассмотреть, увидеть для себя эти самые альтернативные варианты. Итак, у нас сегодня прекрасная, на мой взгляд, колода Чиро Маркетти. Называется «Таро снов». Иногда сны, иллюзии бывают нам подсказками. И мы называем это иллюзия. Но, как сказал Альберт Эйнштейн, Бог с помощью совпадений сохраняет анонимность. И ни одна мысль не приходит случайно. И, может быть, та мысль, которая к нам приходила в голову вчера, сегодня уже реальность. Итак, кто вы? Как нам обрисуют карты? Здорово. Двойка жезлов, мои дорогие, это не что иное, как преддверие перемен. Именно в этой колоде нам говорят о чем? О том, что мы выбираем путь. И мы сейчас в некоторой паузе, словно перед прыжком в будущее. Вы можете как раз интуитивно чувствовать, да, в моей жизни сейчас что-то меняется. Сформулировать в словесную форму это достаточно сложно. Но само по себе ожидание перемен, предчувствие перемен определенно оно присутствует. И это два жезла, значит, нам придется что-то выбирать. Может быть, по части личной жизни или по части вашего труда, творчества, работы. Может быть, и совместить одно и второе. Вполне вероятно и так, но это, безусловно, наша решимость. Кто вы, пусть нам карты еще расскажут. Семерка пентаклей, семерка монет. По этой карте мы в некотором ожидании, правда, находимся. И вами уже были предприняты какие-то попытки, были проделаны действия, когда вы, хороший кусок работы, наверное, сумели совершить. Это может касаться документов, это может касаться вашего труда, творчества все-таки, или откуда приходят к вам деньги. Может быть, это вот та ваша задумка, которую вы для себя наметили на будущее. И вроде бы предприняли какие-то уже действия, а дальше наступила пауза. Может быть, какой-то вопрос затянулся сверх всякой меры. И это могут быть дерево, все-таки нам показывают у кого-то конкретные вопросы, связанные с жилищем. Или вопросы, связанные с вашей семьей. Отчасти даже взаимоотношения. Оформление этих взаимоотношений, если мы говорим документы. Могла быть ситуация, когда вы находитесь в ожидании, когда решится какой-то вопрос. Или будет готово решение, определенное в высоких инстанциях. А возможно, это решение зависит от человека тоже. Вас нам показывают карты как человека терпеливого, который знает, что да, у меня есть прошлое и проделан очень большой путь. Я имею большой опыт. Но я уже на сегодняшний день имею большое терпение, потому что жизнь меня научила, с одной стороны, где-то собой не рисковать и понимать, что да, то, что было вчера, не обязательно повторится завтра. Но самое лучшее в своей жизни я сохраняю. И я уже теперь чувствую, что я словно, если не оказался кто-то уже в ситуации выбора,
Ну, а другая часть из вас может чувствовать, что мне этот выбор придется делать вот-вот. Я как будто на пороге перемен. И карта сила. Это у нас карта, когда мы больше взаимодействуем именно с людьми, пытаемся договориться, пытаемся где-то не отказаться от тех возможностей, которые к нам приходят, кстати. И это, безусловно, диалоговая карта, потому что мы не можем быстро отказаться. Во-первых, мы понимаем, жизнь непредсказуема раз, во-вторых, многое может начать меняться, и причем нам придется рассматривать, хотим мы или нет, какой-то альтернативный вариант событий, к примеру. Если мы говорим об аркане сила, я хотела бы заострить ваше внимание вот на чем. У нас существует в левом верхнем углу знак льва. Вот эта удивительная колода, я надеюсь, что это видно. И прорисовал Чаромаркете еще одновременно букву иврита. И это означает тет, змея, имеется мудрость. Мудро подойти к какому-то решению вопроса. Это ваша сила в вашей мудрости. Или в диалоговой форме, когда вы свою силу сохраняете и на благо самим себе, правильно взаимодействуете с окружающими, правильно распределяете свои собственные ресурсы. И у вас сейчас вообще, мои дорогие, достаточно сильная позиция. Вот нам обрисовывают человека, уверенного в себе, который, да, прошел уже, протоптал, успел стоптать башмаки какие-то, потому что проделана определенного работа, и вы не можете сказать, что нет, этого уже, мне это не важно, или взять и перечеркнуть прошлое. Вот здесь нам говорят о том, что прошлое оно и научило, но оно где-то вас и стабилизировало одновременно. И перед вами теперь совместить вот уже проделанный путь, ваш какой-то опыт, вашу мудрость, мои дорогие, и вашу силу вот на какие-то будущие свершения. Правда, на пороге. Давайте я достану еще одну карту. Кто же вы? Но есть и то прошлое, что опасно ворошить. Есть разочарование. Есть, может быть, вы хотите из этих разочарований, есть еще надежды, что что-то изменится и будут какие-то новые варианты, новые взаимодействия, новое сотрудничество, новые способы договориться или оформить какой-то документ, но больше вы настроены закрыть в прошлое дверь. Давайте мы узнаем историю вашей жизни или история, тот момент, в котором вы находитесь именно сейчас. Да, есть то, что сколько ты ни тормоши, оно не может быть продолжено. И в этой колоде четверка мечей нам как раз говорит об отдыхе. Воин, как будто, обратите внимание, меч он положил наготове рядом с собой, как будто под собой, и 3 скрещенные меча. Эта карта как раз обозначает то, что нам показан Сатурн и весы. Так вот, Сатурн в весах – это логика, здравомыслие, когда мы все должны сделать обязательно по закону. Но и вот этот внутренний баланс, когда, может быть, вы сейчас пусть находитесь на некоторой паузе, но вы ее используете для того, чтобы восстановить силы. Может быть, вы также прекрасно понимаете, что есть то, что я не смогу ускорить. Что же еще? Очень символичная эта карта веры, кстати. И у нас здесь знак Тельца. Телец – это у нас как раз благополучие, все материальные блага. И в этом аркане как раз вав, буква иврита, и она означает гвоздь. То есть в чем-то мы должны закрепиться. И это, мои дорогие, не что иное, как старший аркан Иерофант или Верховный Жрец. Поэтому следование традициям, законам, вы понимаете, сейчас я лучше остановлюсь и дождусь каких-то важных решений, если мы берем во внимание не конкретного человека, а инстанции. Или когда у вас все должно быть сделано по закону. Вот ваша история сейчас жизни такова, что вы некоторую паузу могли взять, потому что вы ждете, когда что-то определится. Или решиться высокими чиновниками, или, опять же, инстанции, какие-то важные согласования. Вы понимаете, меня сейчас защищать должен закон, или какие-то правила, регулировки. Вы себя не готовы как собой рисковать,
Так и не готовы вы себя бросить с места в карьер. Вы понимаете, что нет. Есть определенный, ну, как статус надежности, который нельзя превышать. Нельзя превышать лимит каких-то рискованных действий. Что же у вас еще за история сейчас? И вот эту силу, посмотрите, шикарно. Сатурн в рыбах. Что такое рыбы? Это деньги, это путешествия, это переезды, благополучие. И поэтому девятка кубков. Пусть я называю эту карту где-то, ну, эгоиста. А тем не менее, в этой колоде карт изобилие, процветание. Посмотрите, несколько виноградных гроздей и кубки полностью наполнены. Человек, который радостный. Это когда мы достигаем вот эту силу, мы прикладываем в нужном направлении. Вы можете сейчас думать, к чему мне приложить силы. Или даже какую-то, если есть что-то из прошлого, может быть, есть смысл чем-то воспользоваться. Может быть, не нужно все перечеркивать. Вот есть вот такая история, когда вы свою силу именно себе во благо. Когда вы даже из минуса можете сделать плюс. Шикарно, нам сильного человека здесь показывают. Ну что же еще? И вот да, уже в прошлое вы закрыли дверь, но есть еще как минимум один нерешенный вопрос, когда он стоит на выборе. И здесь вы не можете, у нас показана Луна в весах, продолжать какую-то прокрастинацию. Здесь выбор делать определенно придется. Давайте мы узнаем, что вы чувствуете, что вы думаете. И достанем две карты. Что вы чувствуете? А у меня как раз две карты и досталось. Ух ты! Древо жизни, древо сферот. И это цикличность. У вас сейчас очень судьбоносный период. Правда, выбор делать придется. Но это не может быть сделано наспех. Единственная ваша задача, именно в этой колоде человек смотрит на один кубок. Здесь нам говорят только об одном. Вы словно видите или, извините, уставились в одно направление. И вы не замечаете чего-то другого. Может быть, это вынужденная какая-то такая, ну, ваша обособленность теперь. Для кого-то так. Луна в раке нам показывают. И когда мы уходим в себя, чтобы просчитать правильно свою позицию и не рисковать своими возможностями. Но вот это какое-то состояние наше, когда мы опираемся как и на прежний опыт, так уже как будто мы ориентируемся, но на что-то одно. А у вас на кону, вот поэтому, может быть, нам хотят сказать карты, а у тебя на кону сейчас судьба. И поэтому этот выбор, он, скорее всего, должен быть каким-то более гибким, не односторонним. Примите к сведению, мои дорогие, кто смотрит, возможно, вот по этим двум картам, даже я бы сказала 3, отталкиваясь от двойки мечей, вы уже решили с чем-то или с кем-то проститься. Вы не можете просто так взять и все перечеркнуть. Есть для чего-то человек пришел в вашу жизнь. И, видимо, в каком-то контексте это будет продолжено. Может быть, в последующем он вам поможет. Или он вам скажет какую-то, как знаете, ключевую фразу, а она для вас откроет новый путь. Или что-то вот есть в этом, какая-то знаковость или польза, когда нужно смотреть все же не в одном направлении, а держать в центре своего внимания разные интересы. Потому что вы же еще не знаете, какие врата перед вами в ближайшее время откроет судьба. Давайте вот мы узнаем, что же откроется внезапно. Опять-таки выбор. И здесь нам могут карты говорить, что, правда, любовная история, хотим мы или нет. Но мы с чем-то должны будем определиться. Это будет сделать непросто. И если мы, опять же, по символам карты, нам показан символ близнецов и буква еврейского алфавита, которая соответствует Зайн, меч, однозначное решение. У кого-то по части любви, взаимоотношений с конкретным человеком. Вы не можете, отказаться от этого.
Может быть, вам придется что-то сбалансировать. Что это такое? Давайте я узнаю. Конкретно, пусть нам пояснят карту влюбленные. Вот очень интересное пояснение. И нам выпадает шестерка мечей. В другой бы колоде я сказала карта заслуженного успеха. Мы идем вперед. И в этой карте тоже, кстати, мы идем вперед. Но это у нас Плутон в Водолее. И это те перемены или те отношения, или какая-то любовная история, или с переездом, когда мы должны сохранить какую-то основу наших решений, но методы должны быть скорректированы. Искусство мелких шагов. Методы должны быть скорректированы по части у кого-то поездок, переезда далеко, у кого-то, возможно, миграции. Рассматривайте все альтернативные варианты. Для вас это будет очень важно. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Вам придется из той прелюдии или из тех действий, которые вы совершили прежде, здесь сохранить как базу, но использовать совершенно по-другому, во благо себе самому и для развития своих собственных способностей, для укрепления, заработать деньги, например, или какого-то финансового статуса или положения. Как будто, мои дорогие, кто смотрит мое видео, вот тот опыт, и может быть очень сложный, когда хочется закрыть в прошлое дверь. Хочется избавиться от чего-то, лишь бы оно тебя не мучило. Продолжается выбор, а карта нам говорит, а ты должен перевести в какое-то совершенно новое качество. Ты не можешь от чего-то отказаться. И я бы тогда сказала, мы ведь с вами заявили, что же у нас вот так неожиданно получится, или неожиданно мы узнаем, или что внезапно начинает как будто меняться и нас вынуждает с этим взаимодействовать. И здесь действительно будут, может быть, какие-то события, как проявление конкретного человека, или когда вы еще что-то не растеряли, есть то, что есть смысл сохранять, или пусть это ваше творчество, или пусть это переезд, но немножко в другом контексте, с какими-то оговорками, но с некоторой коррекцией ваших планов. Но вот что-то должно быть продолжено, исходя из прошлого опыта, совершенно в новом русле, с опорой уже-то теперь на ваш интерес. Может быть, мои дорогие, вы прежде действовали по чьим-то интересам или заняли где-то политику, когда вы больше соглашались. А теперь придется хитро выйти из какой-то ситуации. И это сделать будет совершенно необходимо, потому что есть и то, что не должно быть как будто разрушено. Что же внезапно меняется в вашей жизни? Дворец мечей. Нет ни в одной колоде, кроме как в этой, такой карты второй. Дворец. Дворец – это место нашего пребывания. И вот по этой карте, мои дорогие, как раз дворец мечей и означает то, что мы строим свой дворец будущего. Очень символично, что изменится. У кого-то могут быть вопросы, связанные с жильем. У кого-то это будет с важными согласованиями. У кого-то из вас это будет вопрос касаться всех тех моментов, постулатов, которые будут определять, где вы будете находиться, чем вы будете заниматься, что будет составлять круг вашего общения в будущем. Вам как будто ваша задача предвидеть на пару шагов вперед и отстроить уже сегодня или предполагать, где я хочу оказаться завтра. Будьте внимательны, потому что это наше пребывание, это как то место нашей безопасности или то место нашего дома, где мы будем находиться. У кого-то, правда, по части жилья будут перемены. Может быть, изменится, либо для кого-то банально вы переезжаете, покупаете, продаете. У кого-то это будет связано с работой или с тем, что вы себе задумали на будущее. Для кого-то из вас это может означать тот факт, что вы меняете работу, сферу деятельности, вы начинаете что-то изучать, и в последующем, как, к примеру, я должен иметь возможность работать из любой точки мира. О чем нам хочет сказать карта? Что уже для вас внезапно меняется ваш дом будущего.
И это имеются все составляющие жизни. Рядом у нас карта древа жизни, судьбоносные перемены. Ну что же меняется еще? Хорошо, если, допустим, вот посмотрите, дворец кубков. Это ваш дом или то место, где вы сейчас находитесь. Вот где-то много рациональных мыслей, когда мы хотим что-то сделать по закону, все согласовать. Дворец кубков – это наши эмоции. Мы продолжаем жить в каких-то еще эмоциях. И мы должны контролировать по этой карте, да, то, что находится как и на поверхности, и то, что находится на глубине. Это, безусловно, эмоциональный какой-то фон. Мои дорогие, я вижу, что затянулся наш прогноз несколько неожиданно. Поэтому я сделаю вот так. У меня есть еще одна свеча. Ну вот как-то так пусть будет. Продолжает гореть в конечном итоге. И наш расклад тоже продолжится. Поэтому вам надо совместить. Для кого-то буквально откроется что-то по документам. И вас это вынудит, ну, совершить определенные действия. Но для вас на будущее, ведь это дворец, это место вашего жительства или место вашего пребывания, сфера ваших интересов. Так вот, вы должны совместить какую-то свою собственную организацию с вашими эмоциями, с вашими чувствами. Совместить что-то как и возвышенное, цели, намерения, так и сердце, то, что просит ваша душа. Что же внезапно меняется? Вы победитель, мои дорогие. Самую патовую, непонятную ситуацию по дворцу кубков. Здесь ведь глубина, погружение на глубину. Слушайте свою интуицию. У вас получится самый какой-то сложный проект. Может быть, вы, как первопроходец, сможете осуществить что-то. И вы достигаете победы. И если мы рассматриваем именно вот эти 4 карты, посмотрите, карта сила. Дальше у нас карта изобилия, процветания, самодостаточности. Дальше у нас аркан старший, влюбленные. И выпадает победа. Значит, какие-то взаимоотношения определенно будут продолжены. Может быть, в новом контексте, с новым душевным пониманием. Или переведена даже какая-то история в дружбу. И я такое могу предположить. И тогда это дружба. Если прежде, допустим, какие-то переживания у вас были по поводу вашего союза, и вы из-за этого оказались на своеобразном выборе, то теперь вы путем мелких шагов, каких-то очень правильных действий получите все равно желаемое, мои дорогие. Как-то вы договоритесь. Или пусть это будет касаться каких-то согласований, но определенно вот вы избавитесь от внутренних страхов. Но это и символично, потому что впереди карта победителя. То, что вам вчера казалось как какие-то сомнения, да, вы примете уже в реальности то, что это не имеет значения. Но, с другой стороны, видимо, как, знаете, у вас своего рода поединок с судьбой. Я не могу сказать, что это поединок, но все же на кону древо жизни, и словно сама по себе судьба – это карта вера. Или мы говорили иерофант. Поэтому что-то в вашей жизни происходит такое, когда вы расставляете все точки над «и». Сохраняете то, что важно, и то, что теперь уже не имеет значения. Давайте мы теперь спросим более конкретно. Я немножко подвину наши карты. И у меня такой вопрос. Чего вы ожидаете получить? Чего вы ожидаете? Ваши ожидания. Король жезлов. Вы хотите руководить своей, как и ситуацией. И у нас показывают 2 энергии. Стрелец и скорпион. Поэтому вы должны совместить, когда ваше, как решение, как желание, как намерение и цель должно быть осуществимо. Но при этом вы готовы корректировать планы. По сути дела, стать лидером. Но таким более гибким лидером. Чего вы ожидаете? Карта колесница. Правда, кто-то переезд, перемены, какого-то успеха. И у вас он определенно будет. Чего же вы еще ожидаете, мои дорогие? Карта отшельника. Чтобы вам никто не мешал.
И очень, кстати, мудрая карта, и я ее за это люблю, когда есть какая-то цель, намерение, и это должно быть продолжено. Может быть, кто-то из вас как раз собирается выйти из этого отшельника, или вы ожидаете, что, наконец, какие-то вопросы будут согласованы. Чего вы еще ожидаете? Замечательно, десятка кубков. Это любовь, семья, это ваши близкие, это дети, это будущее, это дружба, это в целом наше благополучие. Вот с учетом как девятки кубков, да, я немножко подвину. Я надеюсь, это видно. Положим так. И вот для вас нет ничего невозможного. Когда сбудутся, наконец, ваши надежды. И мы зададим следующие вопросы. Хорошо? Вы хотите сделать карьеру у кого-то по королю жезлов? Вы хотите стать популярным человеком или построить карьеру? Карта колесницы. Вы ждете, когда что-то из режима ожидания ускорится, и перемены в вашей жизни определенно будут. Рассчитываем мы, да, сами на себя, но никто не мешает. По десятке кубков мы получаем задуманное. Но это то, что в позиции чего мы ожидаем. Давайте мы узнаем, а что же мы получим, мои дорогие. Будет ли этот быстрый итог? И вот нам говорят, кстати, в этой колоде карт девятка жезлов нам говорит о том, что вы прошли уже очень богатый путь. Вот нам как будто человек, он уже прошел этот путь. Он расставил эти жезлы по местам, но теперь он присел отдохнуть. Теперь уже какая-то ваша, знаете, вы как запустили какую-то в прошлом машину будущего. Или вы уже успели наработать этот самый опыт, и теперь действительно вот этот самый выбор, он не просто выбор, что да, вам придется с чем-то определяться или выбрать направо или налево. Нет, вот кто смотрит мой расклад, вам придется объединить необъединимое, договориться с теми, с кем договориться сложно, найти сотрудничество даже с такими людьми, где была патовая ситуация, или обернуть каких-то даже недругов, я не побоюсь, в своих друзей, или, по крайней мере, в лиц более нейтральных, которые вам не мешают. Вот что вы можете, по сути дела, получить. Давайте узнаем, что по аркану колесница. Получилось так, что две карты достала. Королева жезлов у нас выпадал, король жезлов тоже. И мы говорим, это сильная позиция за счет прежнего опыта, когда мы не повторяем прежних каких-то своих ошибок. Мы себя учимся сохранять, мои дорогие. И здесь это будет дважды важно, потому что не поторопиться и от чего-то не отказаться. Вовремя, может быть, признать свои ошибки и не действовать в каком-то прежнем режиме. Вы столкнетесь еще, что вы получите, да? Аркан колесница, холодная, кстати, в этой колоде карта. И пятерка мечей нам о чем вообще говорит? Нам показано лицо, обратите внимание, человека достаточно равнодушного и безжалостного. Будьте готовы, что вы столкнетесь с такими людьми, которым нет до вас дела. Но по этой карте мы должны быть милосердны к самим себе. Поэтому обойти вот каких-то злопыхателей или обойти тех людей, это, знаете, как грубая сила для кого-то будет так. И поэтому собой не рисковать, нам тоже говорят об этом. Может быть, где-то карты и подразумевают, и куда-то не торопись. Мы можем получить... Как, допустим, вы получаете, мои дорогие, нам ведь сказали посмотреть успех, победа, у вас шикарные карты, но пятерку мечей в этой колоде никто не отменял. Это жесткий где-то, а то и жестокий человек, это конкретный персонаж в этой колоде проходит, который, мы с ним не можем зазеваться, мы не можем себя обесточить, мы не можем себя, кстати, подвергнуть риску, мои дорогие. И здесь у нас идет Меркурий в Водолее. Это тот человек, который умеет быстро перестраиваться. Поэтому и для вас, как по Меркурию, может быть быстро пересмотреть какой-то вариант или какой-то договор, или уйти буквально от опасности. Это тоже будет важно. Давайте посмотрим, что вы еще получите. Но мне уже нечего добавить. Получите, несмотря на какой-то сложный путь, пройденный проб и ошибок, вы получите желаемое. Посмотрите, какие замечательные карты.
у вас карта мага. Нам показан знак Плутона. И о чем нам говорят? Магами не рождаются, магами становятся. Но мы можем и должны стать этими магами благодаря предыдущему опыту. Именно вопросы, кстати, у кого-то проиграются по части дома, потому что бет стоит буква иврита, которая говорит «дом». Вопросы дома, вопросы вашего или места пребывания, или, может быть, временно какого-то пребывания, ваших дальнейших планов и, самое главное, благополучия. Все же с домом мы связываем все то, что приходит к нам в нашем материальном мире. Поэтому или вашу мечту, сказку сделать пылью, мои дорогие, все же карта мага, или когда у вас все стихии в руках, вы многое можете согласовать, выйти из каких-то сложных ситуаций, уйти от сложных людей, мои дорогие, и правильно где-то сделать паузу, когда нет смысла что-то продолжать. Вам придется все время, еще какой-то период, словно фильтровать. Это я могу продолжить или нет? Или нет, вообще, в принципе, как овчинка выделки не стоит. Давайте мы подведем своеобразный итог и спросим, к чему же все идет? К чему все идет? Пусть это будут для нас как центральные карты. Финансовый успех, изобилие, процветание. Помни, тебе придется держать этот баланс, ты не сможешь расслабиться. Будут те люди, которые тебе в чем-то помогут, но не во всем. Твоя задача не обесточить себя финансово. Ты тоже будешь кому-то помогать, и при этом помни, что ты не должен остаться без денег. Удачное решение каких-то финансовых вопросов, и я по этой карте вполне себе могу предположить, для кого-то из вас, вам буквально придется все же, не случайно нам показывают Луна в Тельце. И это имеется в виду. Какой-то материальный вопрос вы сумеете решить, или финансовая стабильность ваша может вполне достигнуть такого уровня, когда вы будете полностью состоятельно независимым человеком. К чему все идет? Даже с учетом пятерки мечей. Вы неизбежно от чего-то откажетесь, вы будете более свободными, но какой-то период вам многозадачности, когда придется выдерживать буквально какой-то прессинг, это вам придется. И вот это еще пока не завершается, мои дорогие. Мы не можем расслабиться. Десятка жезлов нам лишь говорит, те вопросы, которые более рутинные, постарайся поручить кому-то другому, потому что буквально человека уже согнуло от этого прессинга 10 жезлов. И поэтому, как и успевать отдыхать, так и не буквально встрять, влезть, оформить, подписать. То есть как лишнее обязательство вы не должны взять на себя или какую-то дополнительную нагрузку. Иначе вы себя посадите на короткий поводок. Вот, может быть, в этом и будет риск. Вы что-то будете стараться, вот и в чем риск, я вам скажу, с учетом пятерки мечей. Вы кому-то помогаете, допустим, да, или в чем-то участвуете. И это уже длится 10 жезлов, мои дорогие, долгий период времени. И как только вы сказали «нет», сразу же вы как будто без вины виноваты. А всего лишь вина, по сути дела, в нас самих кроется, потому что мы долгое время какую-то попустительскую или соглашательскую политику вели. К чему все идет? Ну, однозначно выход вам делать, как и выбор придется. Хотим мы или нет. По сути дела, это дорога в будущее. И это выход будет из какого-то лабиринта. Важное решение. 7 кубков. Важное решение по поводу чего. И 7 кубков нам говорит. Здесь 7 кубков. Все что угодно может быть. И вот это где-то ракушка, она говорит раковина о месте нашего пребывания, вопросы дома. И змея – это не что иное, как символ бессмертия. По иерофанту – ключи, когда мы должны со всеми договориться. Изобилие, процветание дерева с плодами нам говорит об этом. Новые какие-то возможности
или то, что к вам приходит, вот где изображена Божья коровка, это когда есть те люди, которым вы можете доверять. Это уже какая-то надежность, это стабильность, это и материализм, безусловно. Но есть еще и у нас сокровища. Это некоторое ваше духовное богатство, мои дорогие. Вот или все вместе это совместить, задача мага, будем говорить, правда? И я уже сказала, от чего-то отказаться вы не сможете. Ваша задача будет именно правильно провзаимодействовать. Давайте я достану карту совета. Неожиданный для меня несколько прогноз. Что же внезапно изменится? Тройка мечей. Вы какое-то разочарование переведете в опыт и оставите как ситуацию. И для вас это совершенно необходимо. Вы сделаете правильные выводы и восстановите баланс в собственной душе. Вы не будете больше никогда такими наивными, как прежде. Но вот эти события в вашей жизни, они не только мучают, они еще и вас учат. Король кубков – это тоже тот, который контролирует все. То, что и где-то вверху, так и внизу. То, что на поверхности, и то, что словно на глубине. Он умеет совместить как и материальные вопросы, так и вопросы более высокого порядка. Он умеет совместить разум и сердце. Потому что он понимает, что да, в жизни есть и выгода. Никуда мы от этого не денемся. Но есть еще и какие-то наши желания. И есть еще и те люди, которые где-то зависят от нас, может быть. А есть еще и те люди, которые нас любят. Или если вы, допустим, один или одна, для кого-то карта будет говорить, изменится конкретно ваша история любви. Или ваша какая-то личная жизнь будет меняться. Что же еще внезапно изменится? И король монет. У кого-то будет выбор между двумя партнерами. Но по этой карте часто проходят люди, которые оценивают правильно реальность. Посмотрите, знак рыб и водолей. Вот что-то среднее, мои дорогие. Это как месяц февраль. Вы сумеете отстроить свое благополучие. Для кого это необходимо, может быть, с нуля. Для кого-то ведь нам показали сложную ситуацию. Вы сумеете осуществить какой-то свой проект. Для вас нет ничего невозможного. Кто-то сумеет заработать вот эти деньги или даже большие деньги. Но для того, чтобы у вас получилось что-то, вы вынуждены были пройти вот этот сложный путь разочарований. И оно постепенно вас научило быть более адаптивным. И поэтому могут начаться те перемены, когда, может быть, каждый день, каждый шаг вам придется оценивать с позиции, как я могу взаимодействовать, чтобы что-то не разрушить и себе не навредить. Карта совет. Мне хочется свести к одному знаменателю, а знаменателя, обратите внимание, по сути дела, нет. Рыцарь жезлов. Будь готов к неожиданностям. Что-то продолжится, мои дорогие. Хотим мы или нет, но мы должны быть и дальше где-то готовы к неожиданностям. Может быть, поэтому нам карта и говорит, тебе придется отстраивать совершенно новую парадигму жизни. Может быть, для кого-то в новой местности, с новыми партнерами. С партнерами, как и по личной жизни, или у кого-то это партнерские отношения через бизнес. Отстроить свою стабильность финансовую. Или когда я могу предположить с учетом всех карт, что тот, кто меня смотрит сегодня, все зависит от того, какие грандиозные намерения вы ставите. Так вот, кто-то добьется и популярности, и изобилия, процветания, заработает очень хорошие деньги. И при этом, я именно подтверждаю это слово, заработает. Нам сразу с первых карт сказали, что был проделан какой-то опыт. Поэтому вот этот опыт
но он как будто не был лишним, но вы добавите еще новый, и вы, как и творческие свои проекты, сумеете реализовать. Вы сумеете реализовать самого себя, но нет остановки, что-то еще будет продолжено. И приготовьтесь к тому, мы спросили все так неожиданно, теперь будет очень много неожиданностей, которые состоят из каких-то, казалось бы, мелочей на первый взгляд, а на самом деле это, ну, как и еще одна дверь в будущее. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.